Как зарядить телефон или поехать в контору. Скоро Лига Чемпионов, мы поставить готовы. Всем привет, это ставки с телефона и прогноз на матч португальской Примейры, Портимоненси, Порту. Но сначала, как и обещал, немного выскажусь на тему беспорядков в Бильбао. Люди трезвомыслящие и следившие за ситуацией и сами поняли, что в Бильбао была откровенная провокация со стороны местных ультрас. Сразу после благополучного и спокойного выезда басков в Москву, лидеры фанатского движения Атлетико стали пугать местное население приездом русских фашистов и чуть ли не пожирателей детей из Москвы. Они развешивали объявления ахтунги по городу с призывами беречь детей в день матча, писали угрозы и оскорбления в граффити на стенах, устраивали специальные митинги и шествия по городу по поводу приезда якобы русских фашистов, а сами запасались к матчу петардами, ножами, дубинками и прочими орудиями. Но не все это понимают. Многие по-прежнему считают, что в потасовке и смерти испанского полицейского виноваты исключительно отмороженные фанаты московского «Спартака». Это и не удивительно, ведь практически везде в средствах массовой информации в связи с беспорядками упоминали именно болельщиков «Спартака», а о фанатах «Атлетико» предпочитали умалчивать. Сегодня в испанской газете «Эль Конфиденциал» публиковали заявление профсоюза баскских правоохранительных органов ЭСАМ, членом которого был скончавшийся полицейский. Цитата: «Виновниками всех столкновений были радикалы из Хери Норте. Именно они спровоцировали все инциденты. Легко обвинять приезжих, но ситуация была не такой. Те, кто бросал все подряд, не были иностранцами. Это группировка Хери Норте и ее друзья спровоцировали произошедшее. Полиция изъяла у фанатов кастеты, дубинки, молотки, камни, палки с острыми наконечниками, бутылки с бензином, петарды. Да, все это было изъято у фанатов Атлетико. Это грустно, но все они были басками, которые вооруженными вышли на охоту на русских. Они бросались всем, чем можно, не обращая внимания на семьи, пожилых людей и детей. А наши руководители показывают на свою статистику и обвиняют людей не отсюда. Приводит издание слова одного из полицейских, который присутствовал на месте событий. Тут можно только восхититься смелостью данного полицейского, который, несмотря на смерть коллеги и позицию чиновников по сваливанию вины на русских болельщиков, типичные чиновники, непредвзято назвал виновников инцидента. Кстати, по поводу погибшего полицейского, им оказался 51-летний страж порядка. Неплохая социалка в Испании, не так ли? Раз там полицейский с больным сердцем выходит на работу в оцепление в 51 год. И умер он в больнице от инфаркта. Это официально подтвердила полиция страны басков на своем сайте. Но в комментах по-прежнему пишут чушь о том, что русские болельщики дикари и убийцы. Ну а теперь прогноз на матч Портимоненси Порту. По поводу Порту много говорить не буду, всем прекрасно знаком этот гранд португальского футбола. Несмотря на то, что Портимоненси плетется в середине таблицы, в последних матчах команда много забивает и немало пропускает. Очные противостояния также изобилуют голами, причем забивает в них не только Порту. Ввиду всего вышесказанного, логично видится ставка на то, что обе команды забьют за коэффициент 1,95. Опять эти ставки, покеры, кредиты. Опять проебали бабки, да, иди ты. А то другому никогда не навредит ты. Азарт в душе играет, будто на репит.